Ее столкнули в старый, давно заросший мхом колодец, и в тот самый момент, когда ее тело полетело вниз, весь мир, казалось, замер, словно сама реальность отвернулась от случившегося. Ни один человек из небольшой деревни, где жила Алиса, больше не вспоминал о ней, словно девушка никогда там и не существовала. Ни разговоров, ни забот, ни даже упоминаний в шепотах. Она стала призраком, исчезнувшим из памяти. Но со временем из этого мрачного колодца выбралось нечто, что заставило всех пожалеть об их равнодушии и забвении. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, пожалуйста, напишите в комментариях, где вы сейчас находитесь. Нам действительно интересно узнать, из каких вы городов и стран. Желаем приятного просмотра. В один из совсем обычных, спокойных и ничем не примечательных вечеров тишину деревни внезапно разорвал сдавленный женский крик. Алиса шла по украденной дороге, когда почувствовала сильный, неожиданный толчок в спину. Ее тело полетело вниз, в бездонную тьму колодца. В тот миг ей будто бы холодно и безжалостно прошептали: «Забудь, так будет легче». Она не успела увидеть лицо нападавшего, лишь черная пропасть под ногами и тусклый круг звезд над колодцем. Очнулась Алиса в глухой темноте, встречая боль, острую, пульсирующую. Ее пальцы, дрожащие и холодные, наткнулись на запекшуюся кровь в спутанных волосах. Память не отзывалась, словно стертая невидимой рукой. Ни имя, ни причины, почему она оказалась там, ни лица близких. Каждый новый вдох отдавался тревогой, а голос почти исчез. Крик не мог достичь поверхности. Один лишь поток слов молитвы звучал у нее в голове. Откуда они там взялись, неясно. Но она цеплялась за них, как за последнюю ниточку, связывающую ее с реальностью. Дни шли, голос слабел все больше, горло пересыхало, покрываясь трещинами, и уже на третий день, когда сознание ускользало, Алиса вложила все силы в тихий, но решительный крик: «Помогите!». Этот слабый вопль прорезал глухую тишину вокруг и, к счастью, был услышан. Майкл и Клара возвращались с рынка, когда услышали знакомый женский голос. Подойдя к старому колодцу, они заглянули вниз и увидели женщину. Не теряя времени, Клара помчалась в дом за веревкой и лебедкой, а Майкл аккуратно спустился в колодец. Добравшись до Алисы, он осторожно обвязал ее, и вместе они подняли ее на поверхность. Девушка была измождена и почти не говорила, только тихо шептала: «Я ничего не помню». Они отвели Алису к себе, в небольшой, но теплый дом, где Клара заботилась о ее ранах, а Майкл разводил печь. Алиса, укутанная в теплый плед, лежала неподвижно, обхватив колени. Прошло несколько недель, прежде чем она смогла самостоятельно передвигаться. Память возвращалась слишком медленно, но Клара дала ей иглы и нитки, чтобы занять руки. Здесь, в простых движениях шитья, казалось, пробуждалось что-то забытое. Пальцы Алисы двигались уверенно, и вскоре по всей округе люди начали приносить ей одежду для починки. Местные быстро привыкли к тихой, вежливой и скромной девушке, будто боявшейся привлечь к себе внимание. Но в ее глубине пряталась пустота. Иногда, прикасаясь к старым тканям, она ощущала странное напряжение, будто что-то отзывалось в них знакомым эхом. Особенно тревогу вызвал старый кусок белого сатина. С ним связалась вспышка памяти. Летнее платье, пятна крови. Клара заметила это состояние и тихо наблюдала, но не стала расспрашивать лишний раз. Однажды на рыночной площади к Алисе подбежал незнакомый мужчина и закричал, указывая на нее: «Это она! Убийца!». Алиса оцепенела. Перед ней оказался плакат с ее фотографией и именем. Алиса Наварро, обвиняемая в отравлении жениха, Габриэля Мендосы.
Люди вокруг испугались, начали отступать. Клара тут же схватила Алису за руку и быстро утащила ее прочь, в то время как Майкл остался, чтобы отвлечь внимание толпы. В ту мрачную ночь Алиса сидела у печи, сжимая колени. Она не могла поверить в то, что могла убить. «Это же невозможно», — думала она. «Я не такая». Майкл и Клара были рядом. Они пообещали помочь докопаться до правды и найти ответы. Они решили отправиться туда, где все началось, в город, откуда прибыла Алиса. Город встретил их равнодушно и настороженно. На каждом шагу были плакаты с ее лицом, а люди узнавали и смотрели косо, но не подходили ближе. В киоске разговоры текли не столько о обвинении, сколько о фигуре Изабель Мендосы, кузины Габриэля, наследницы состояния, богатой общественной деятельницы и известной благотворительницы. Алису пробивало холодом, когда она услышала это имя. Во снах часто возникал образ женщины с блестящими кольцами на пальцах. Они проникли в пустующий дом, где, по всей видимости, жила Алиса. Стены были изуродованы надписями и следами вандализма, но одна комната оставалась нетронутой. На крючках висели ее старые платья, а под столом — пожелтевшая фотография. На ней она и Габриэль, счастливые и улыбающиеся. Эти образы навевали воспоминания о саде, цветах и шепоте, а сердце билось так сильно, будто собиралось вырваться из груди. На следующий день к ним вышла сама Изабель Мендоса. Ее манеры были безупречны, а лицо — холодно и бесстрастно. Она знала Алису и пригласила в особняк, где утверждала, что сохранилась комната девушки. Алиса чувствовала напряжение, но согласилась. В саду она встретила пожилого садовника, Диего, который тихо сказал: «Ищи дневник, кабинет за портретом». В ту же ночь Алиса пробралась в кабинет особняка. За портретом, словно спрятанный тайник, находился сейф. Код, дата предполагаемой свадьбы. Внутри лежал дневник, написанный рукой Габриэля. В записях он выражал подозрение, что его отравляют, и был уверен, что виновата Изабель. Последняя запись была особенно отчаянной. «Я люблю Алису. Если со мной что-то случится, это дело рук Изабель». Дневник стал для Алисы спасением. Она сжала его в руках, будто держала свою надежду и правду. Они поспешили покинуть особняк до рассвета, но Изабель попыталась их остановить. На пути встретились люди, посланные ей, и началась схватка. Диего был ранен, но успел рассказать о племяннике, журналисте по имени Мануэль, который жил в соседнем городе и мог помочь. Мануэль принял их, внимательно выслушал и проверил документы. Выяснилось страшное. В течение 3 лет Алису удерживали под седативными препаратами в закрытом пансионате, принадлежащем родственнику Изабель. Все это было тщательно законспирировано и оформлено как опека. Но документы, дневник и свидетельские показания указывали на одно — Изабель уже давно избавлялась от настоящей конкурентки. На следующий день в Риохо-Норте проходил городской праздник. Площадь была заполнена народом, и Изабель готовилась выступать перед публикой. Мануэль, действуя быстро, привлек прессы, показал судье все собранные доказательства и передал дневник. Алиса вышла на сцену. Голос сначала дрожал, но она говорила твердо и убедительно, рассказывая свою историю. В зале воцарилась глубокая тишина. Когда Алиса продемонстрировала дневник, Изабель сначала не среагировала, но потом сорвалась. Закричала, что все делалось из любви, утверждала, что Алиса отняла у нее все, а затем внезапно достала оружие и выстрелила. Майкл в тот момент заслонил Алису, получив ранение. Полиция быстро вмешалась, и Изабель была арестована. Суд идти не пришлось долго. Доказательства были неопровержимы.
Изабель и ее брат получили по 30 лет заключения. Вскоре найдется завещание Габриэля. Он все оставил Алисе. Она вернулась в особняк не для роскошной жизни, а чтобы превратить это место в мастерскую, где девушки из бедных семей могли учиться ремеслу и находить свой путь. Вместе с Кларой и Майклом она восстановила дом, украсив стены ножницами, подаренными Кларой. Под ними висела табличка с надписью «Габриэль, твоя любовь, наш свет». Когда Мануэль спросил, можно ли опубликовать ее историю, Алиса ответила: «Это не моя история. Это история всех, кто вытащил меня из колодца». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!